Semno mitrasyam varunaha semno bhavatvaryama semna indro bruhaspatihi semno vishnurukramaha namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami ratam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Paparogadigrastanam prajanam artinasakam dhanvantari samam vaidyam krishnam vande jagadgurum. Мы начинаем наш семинар по гомеопатии. Как это принято в духовных кругах Индии, мы начали его с мантры, которая является приветствием девам и учителям, благодарностью им и просьбой о помощи. Ведущий сегодняшнего семинара, его зовут Эккирала Ананта Кришна, все его называют Ананта Кришна или мастер. Это, конечно, не только гомеопат, то есть сказать, что это доктор-гомеопат, это правильно сказать. Вот. Но на самом деле его компетенция гораздо шире. Он по семье доктора аюрведы в течение многих поколений. И гомеопат он тоже во втором поколении, и его сын тоже гомеопат. И так это вот уже новая традиция начинается. Вот. Но самое главное, что Ананта Кришна является знатоком вед. Вот. И это удивительный, счастливый случай соединения вместе духовного знания, специального медицинского знания, древней аюрведы и современной гомеопатии, которые совсем друг другу не противоречат, а всегда идут в одном русле и основываются на одних и тех же законах. Вот. И сегодня у нас будет семинар именно по гомеопатии, и сегодня Ананта Кришна предстает перед нами как учитель, который может передать гомеопатическое знание. So, welcome to all of you. Приветствую всех вас. And we are all very happy to come here and to be with all of you once again. Мы очень счастливы приехать и снова быть с вами. And this place is also, we find it ideal that we can have our work. И это место, аюрведический центр Камала, мы нашли прекрасным местом для нашей работы, идеально подходящим для нашей работы. So these 2 days, today and tomorrow, we will try to study about the fundamentals of the science of homeopathy. Эти 2 дня, сегодня и завтра, мы постараемся осветить, рассказать об основах гомеопатии, основные понятия гомеопатии. So it the study makes an introduction into this science. Это будет введение в эту науку. So then, since this is the center
for the for healing through using these sciences, science of Ayurveda and science of homeopathy. Так как этот центр, он является центром для исцеления людей с помощью древней науки аюрведы и с помощью гомеопатии. So because of the parallel connections between these two sciences, так как между этими двумя науками есть сильные параллели. So now we try to understand the principles. Today we start with the study of health and disease. И мы начнем наше изучение принципов гомеопатии с изучения того, чем является болезнь и чем является здоровье. Антон, у нас есть флипчарт, наверное, можно принести его. You will need flipchart, yeah? Yes, once in a while something's better to write. На той стороне. Можно в офисе спросить, кто тебе флипчарт. Если не найдешь, тогда у администратора, чтобы он... So in the field of medicine, generally we observe that there is much study about diseases. Во всех медицинах мы находим очень много изучения того, чем являются болезни. But here, in these sciences, science of Ayurveda and science of homeopathy, importance is given to the study of health. Но как в аюрведе, так и в гомеопатии мы больше гораздо внимания уделяем тому, чем является здоровье. Because unless we understand what is health, Потому что пока мы не поймем, что такое здоровье, and how to maintain the state of health, и как поддерживать это состояние здоровья, without this there is no use of just going on knowing about the names of the diseases and the study of the diseases. без этого изучение того, чем являются болезни, и изучение многих-многих названий болезней является полной бессмыслицей. So what is meant by health in its true sense, that is important. Поэтому очень важно понять, что является здоровьем в его истинном понимании. So first of all, health is an experience. Прежде всего, здоровье – это некий опыт. It is a experience of harmony and balance. Это опыт проживания чувства гармонии и равновесия, where we can feel that we are at ease and we are not conditioned. Когда мы чувствуем, что мы живем легко и необусловленно. And this experience is just not on the plane of physical body, but this experience is on the plane of our mind and will and understanding. И этот опыт проживания таких чувств, он распространяется не только на физическое здоровье, не только на физическое тело, но также на область нашей психики, воли, интеллекта. Because what all we see on the physical body is only the result of the arrangement, the proper arrangement of the lines of forces. Потому что все, что мы видим в нашем физическом теле, это не что иное, как некое соотношение сил в нашей конституции, силовых линий.
определенное соотношение силовых линий в нашей Конституции. Because it is all the proper distribution and arrangement of the energy on which it depends whether we are healthy or not. Потому что только от того, как протекает энергия в нашей Конституции, зависит то, насколько мы чувствуем себя здоровыми на физическом уровне. So what is the most important for us, for a human being, Что для нас, для человеческих существ, самое важное? is health, Это здоровье, without which all other things are of not much use. Без здоровья все остальное теряет свое значение. That is why always we hear from the ancients that health is the real wealth. Поэтому часто мы от мудрецов в древности слышим такое выражение, что истинное богатство – это здоровье. So a happy experience when we have, that indicates that there is a good order and health. Если мы испытываем чувство счастья, тогда это означает, что мы по-настоящему здоровы. When we consider about health, this is on two planes, health on the mental plane, health on the physical plane. И когда мы говорим про здоровье, мы видим два плана. Это здоровье на физическом плане и здоровье на плане ума. So health on the physical plane, it is the result. It depends upon the health on the mental plane. И здоровье на физическом теле полностью зависит от здоровья на уровне ума. How can we say that a person is healthy on the mental plane? Как мы можем сказать, утверждать, что человек здоров на плане ума? When he has no fear, Это проявляется в том, что у человека нет страхов, no anger, no doubt, нет сомнений, нет гнева, no jealousy, он не испытывает зависть или ревность, and no fault-finding nature, у него нет критиканского настроя, поиска And, ошибок у других, and creating sorrowful experience by wrong thinking. И нет склонности иметь болезненный опыт как следствие своего неправильного мышления. So when the mind is free from all these influences Когда ум свободен от всех этих влияний and constantly experiences the wonderful working of the forces of nature, и когда он свободно испытывает всю работу природы, которая в нем происходит, then we can know that we are in a healthy state. тогда мы можем утверждать, что этот человек находится в состоянии здоровья. When we are really healthy, we are not specially our attention is not drawn to particularly to any part of the body, or also not to any angle of our mind. И когда мы абсолютно здоровы, никакая часть нашего тела не притягивает нашего особого внимания, мы просто не замечаем наше тело, а также мы не замечаем наш ум, он тоже не отвлекает нас своими всякими такими действиями. For example, when is it that we are especially, our attention is drawn towards our heart, for example, the heart is constantly functioning. If his heart is not functioning, that means we are not
there anymore. So heart is functioning, but constantly our attention is not drawn towards the heart, even though it is functioning. Ну, например, наше тело, оно постоянно работает в любое время. Бодрствуем мы или спим, оно работает постоянно. И наше внимание к нему никогда не привлекается, потому что оно работает автоматически. Only when there is any blockage, Но если возникает какой-то блок, then especially our attention is drawn towards our heart. тогда наше внимание автоматически притягивается к тому органу, например, к нашему сердцу. Потому что что-то стало не так. And constantly there is the respiration, the process of respiration which is going on. То же самое с дыханием. Оно идет автоматически, без нашего внимания, без нашего участия. But we are not all the time reminded of this process, even though it is constantly going on. Несмотря на его постоянный ход, мы никогда не обращаем на него внимания. Only when something blocks our respiration, then our attention is drawn towards it. Когда мы испытываем какие-то затруднения в дыхании, тогда наше внимание притягивается к этому процессу. Similarly with the mind also, То же самое происходит и с умом. suppose when there is a fear or when there is any depression or sorrow, then we feel that we have the mind. Otherwise, especially it is not felt. А только когда мы испытываем какую-нибудь грусть или другую отрицательную эмоцию, тогда наше внимание привлекается к нашему уму. А так мы его тоже должны не замечать. So those who have physical and mental health Те, у кого есть физическое и ментальное здоровье, will experience a good memory and good imaginative power, будут пользоваться хорошей памятью, хорошей творческой способностью, and they can work, they can continue to work mentally and physically with pleasure, without any pressure, but и pleasure. они будут способны к физическому и умственному труду без всякого напряжения и неприятных ощущений, без особых усилий, с удовольствием. So, in our daily life, В нашей ежедневной жизни, when we are able to attend to our work, когда мы способны совершать свою работу with pleasure and with joy, с удовольствием и с радостью, then it is evident that we are healthy. тогда очевидно становится, что мы здоровы. But if we feel we are attending to our work with some pressure and with compulsion, Но когда мы работаем, ощущая давление на себя или ощущая, что мы должны работать, кто-то нас побуждает, заставляет работать. suppose for example, when you wake up from sleep, Например, когда вы просыпаетесь утром ото сна, just observe that moment when you are waking up from sleep. обратите внимание на этот момент просыпания. Right from the moment you wake up from sleep, if you can feel fresh and you can feel that you can immediately get up. В этот момент, в самый момент осознания себя после сна, если вы чувствуете себя свежим, и если вы готовы вскочить с кровати, начать свою дневную деятельность, when your mind is clear from the moment of your waking up, и когда ваш ум чист от каких-либо там мыслей тягостных. So that is evident that you are in a good condition of health. Тогда можно утверждать, что мы находимся в хорошем состоянии здоровья. But you see, if you have some problem, then if you don't feel fresh, even after a long sleep also, after waking up, you don't feel like getting up, you feel heavier, mind confused. All these things, they indicate that there is something wrong.
Но если мы просыпаемся с ощущением тяжести, без ощущения свежести, а также наш ум смешан или думает о проблемах, сразу начинает думать, это говорит о том, что мы не здоровы. That doesn't need any sort of investigation or any instrument to tell you that there is something wrong in you. И в этом случае мы можем с точностью утверждать, что мы нездоровы, и нам для этого не нужно ни кровь сдавать, ни какие-то аппаратные исследования делать. There's no need of a microscope or Не нужны no need of a микроскопы, laboratory test, лаборатории, blood and all these экзамены things. и все это. So, how you feel, Как вы чувствуете, это только говорит о вашем здоровье. and if your body is cooperating with you, that is a proof that without any pressure, without compulsion, if the body is cooperating with you, Если always, тело сотрудничает с вами, без всякого давления, без того, чтобы его нужно заставлять, тащить куда-то, тогда это говорит о здоровье. Тело должно сотрудничать с нами. there should be a good harmony between your mind and body. Должна быть хорошая гармония между умом и телом. So this harmony is most important for you Эта гармония – это самая важная вещь для нас. because we have different layers in our consciousness, in our constitution. Потому что в нашей конституции есть несколько слоев, разные слои. We generally know only about a physical body made of physical matter. Мы привыкли говорить только о физическом здоровье. But this is only the result. Но физика – это только результат. Это результирующее действие других слоев. So, we have to know that we exist even before our body is formed. Мы должны осознать, что мы существуем до того, как получаем тело. So the existence of the being is more continuous and more eternal than the existence of our vehicle, our body. Body is only vehicle. И нужно понимать, что существование существа самого, оно более вечное, более непрерывное, чем существование тела, которое оно использует только как машину. So the efficiency of the machine and the efficiency of our body depends upon how we make use of it. И эффективность этой машины, эффективность нашего тела, которая является собственным нашей машины, зависит от того, насколько мудро мы ее используем. So therefore, Поэтому здоровье is not just only to be understood as physical, but health means mainly on the level of mind and will. Поэтому, когда мы говорим о здоровье, мы должны понимать, что это прежде всего не физическое здоровье, потому что физическое здоровье зависит от здоровья нашего ума и воли. And the state of health can be maintained by balanced way of our living. И здоровье можно поддерживать A balanced way of living. Равновесием нашего способа существования, того, как мы существуем. Образа жизни. Вот. Равновесие в образе жизни может гарантировать нам здоровье. Health cannot be maintained just by medicine. Здоровье никогда не может поддерживать просто медикаменты там, или какие-то медицинские способы. Unfortunately, in this modern age, к сожалению, в нашем современном мире the human mind is always thinking that health is something which can be maintained by medicine and health is something which can be purchased.
Человеческий ум начал неправильно думать о том, что здоровье это то, что можно поправить медикаментами, или то, что можно там, купить с помощью денег. We are made to think like this by the medical institutions that we can Нас purchase, заставляют так думать health. медицинские институты, но We can purchase health like a commodity. да, они заставляют нас думать, что мы можем купить себе здоровье, там, заплатив за препараты, консультации. It is not true. We cannot Но это purchase health. неправда. Мы не можем приобрести здоровье. If it is possible that we can purchase health, then we can purchase big amount of health and store it. Если бы это можно было сделать, тогда бы мы купили побольше здоровья и сохранили бы его где-нибудь в холодильничке. So it is not possible. Health is our attitude of life. И это невозможно, потому что здоровье, на самом деле, это наше отношение к жизни. So therefore, we should not give much importance for medication, for health. Поэтому мы должны не так много обращать внимание на препараты и медикаменты. That is the secondary. But why? Это вторичное. When it is possible that we can keep our health, we can keep balance in our life, then there is not much necessity for medication, frequent medication. И если мы обратимся к первичному, мы будем больше внимания обращать на гармонизацию нашей жизни, нашего ума, тогда во вторичном уже не будет особой нужды. But how is it possible that we can maintain like this? Но как можно поддерживать себя вот в этом равновесии? We have to understand Мы должны понять, that there are the laws of nature что есть некие законы природы, which govern our existence and functioning of our constitution. которые определяют наше существование и функционирование нашей конституции. So when we can follow these laws of nature, Если мы будем следовать этим законам природы, then we have to apply these laws of nature in every aspect of our life, then we can maintain the state of health. и будем применять эти законы ко всем аспектам нашей жизни, тогда мы можем сохранить свое здоровье в хорошем состоянии. Say for example, К примеру, if you know, we know that food is very important for us, мы знаем, что еда очень важна для нас, but at the same time we have to know но в то же время мы должны знать, what is the requirement for our body. в чем наше тело действительно нуждается из еды. How can we estimate or how can we fix the requirement? Как мы можем определить эти требования тела? We need not fix it, we need not make it, because we have to take only the indication from the constitution. Мы не должны там составлять правила, мы должны просто считывать какие-то показатели нашей конституции. Say for example, Знаки нашего тела, мы должны их слышать. for example, you can just ask, when I have to take food? Например, вы спросите, когда я должен покушать? The answer is, when there is indication from within. Ответ, когда вам тело даст знать о том, что вам необходима сейчас еда. Nature has given a wonderful mechanism to indicate everything to us. Природа дала нам прекрасные механизмы для того, чтобы давать нам знать о любых наших нуждах. So we have to follow those indications. И мы должны следовать этим показателям, указаниям нашей конституции. So in the same example, suppose when there is no indication from within, and then suppose we want to take food. Или тот же пример, допустим, мы не слышим никаких позывов от нашего тела, но мы хотим поесть, решили поесть. So that creates a disturbance, an imbalance. Само это действие тут же создает дисбаланс и беспорядок в нашей конституции.